Привет, мои дорогие, с вами снова Юрий Пузыревский, и в этом прямом эфире мы с вами будем разбирать модель нейрологических уровней. Поработаем в прямом эфире, пообщаемся, поотвечаем на ваши вопросы, как это работает, как с этим жить, как этим пользоваться и как с помощью этой модели можно существенно улучшить свою жизнь, ну или по меньшей мере разобраться в себе. Поэтому жду ваших вопросов, жду вашей активности в чате. Напоминаю поставить лайк этой трансляции, обязательно подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Ну и будем начинать нашу трансляцию. И традиционно нашу трансляцию я начинаю с вопроса, который волнует меня очень сильно. Как меня видно и как меня слышно. Дайте обратную связь, оцените по шкале от 1 до 10 в совокупности качество картинки и качество звука. И мы будем начинать эфир. Жду вашей обратной связи. Так, добрый вечер. Отлично. Звука нет. Не может быть. Не может такого быть. Может быть, это у вас звука нет? Сейчас проверим, что у нас со звуком. Не может быть. Не может такого быть. Может быть, это... Ребят, ну проверил, звук есть на параллельном устройстве. Поэтому буду считать, что вы ошиблись. Отлично видно, отлично слышно. Супер. Хорошо. Рад вас приветствовать. Как ваше настроение, как ваше состояние, как ваше самочувствие. И сегодня разберем модель нейрологических уровней, как она работает, в каких случаях ее можно применять. Потому что на самом деле модель очень многогранная, я бы так сказал. Ее можно применять в огромном количестве случаев, просто в невероятно каком-то огромном количестве случаев. Но я предлагаю вам в первую очередь в этой демонстрации, в этом мастер-классе просто вооружиться блокнотом, вооружиться ручкой и разобрать себя. Звук заработал. Отлично. Ну, он как бы и работал. Ну, хорошо. Будем считать, что мы победили эту проблему. Хорошо, мои дорогие. Жду вашей обратной связи. Как ваше настроение, состояние, самочувствие, насколько вы себя чувствуете по шкале от 1 до 10. И будем начинать. И будем начинать нашу прямую трансляцию. Давайте расскажу очень коротко про модель. Чем она может быть вам в принципе полезна. Роберт Дилс установил, хотя до этого установил эту связь еще Грегори Бейтсон, а Роберт Дилс именно обрамил эту модель в пирамиду и выстроил иерархию. Иерархия заключается в том, что мы имеем разные уровни осознания себя, разные уровни общения, можно сказать, и с самим собой, и разные уровни общения. И выявил 6 нейрологических уровней, либо 6 логических уровней. Как хотите, так и называйте, это в принципе одно и то же. И как это все работает? Давайте я сейчас очень коротко пробегусь по всем уровням, и потом мы начнем делать уже практику. Вы будете с бумагой, с ручкой делать то, что я вам порекомендую. И увидите, насколько это интересно работает. Итак, первый уровень. Первый уровень называется уровень окружения. Это самый примитивный уровень. Это все, что нас окружает. Все, что нас окружает и кто нас окружает, соответственно. И мы задаем вопрос на уровне окружения, кто и что есть вокруг. Кто, что есть вокруг. Это начальный уровень. И так как это пирамида, то, соответственно, окружение – это наш фундамент. То есть модель пирамиды построена таким образом, что ниже стоящий уровень является как бы фундаментом более высокого уровня. То есть более высокий уровень не будет существовать без более низкого уровня. Чем он наполнен, как он заполнен, это не так важно. Но нужно иметь в виду, что есть некая иерархичность. И что более низкий уровень является все-таки фундаментом для более высокого, но одновременно более высокий уровень влияет на ту суть, на то содержание, что находится на более низком уровне. Сейчас на примере вы будете все прекрасно понимать. Следующий уровень называется уровень поведения. И отвечает он на вопрос, кто и что, как себя ведет. То есть, какое есть поведение. Если на первом уровне мы задаем
вопрос, что меня окружает, то на втором уровне мы задаем вопрос, какое поведение, как я себя веду в этом окружении. Как я себя веду в этом окружении. Отлично, разобрались с первыми базовыми двумя уровнями. То есть уровень окружения и уровень поведения. Соответственно, если нету окружения, то непонятно, где и в чем мы себя ведем. И одновременно наше поведение, в принципе, зависит от нашего окружения. То, что нас окружает, формирует наше поведение. Но одновременно наше поведение формирует наше окружение. Не запутайтесь. Следующий уровень называется способности, или еще его называют уровень навыков и возможностей. Что это за уровень такой? Этот уровень уже отвечает на вопрос «как?». Как я это делаю? То есть, если уровень окружения «кто что?», то уровень поведения «каким образом?», да, что я делаю конкретно. А уровень способностей отвечает на вопрос «как я это делаю?», какими способностями я обладаю, какими возможностями я обладаю и какими навыками я обладаю. То есть, как я это делаю или как он это делает. Помечайте. Уровень способностей отвечает на вопрос «как я это делаю?». Так, проведем такую черту. И это очень важный уровень, потому что в нем у нас появляется, здравствуйте, Надя, в нем у нас уже появляется какая-то стратегия. Что такое стратегия? Стратегия – это наличие какого-то алгоритма действий. То есть, давайте, допустим, разберемся на модели нейролингвистического программирования. Мы умеем разговаривать, мы умеем дышать, слушать и все, что в принципе умеет делать наше тело. Мы это все умеем. Но если мы рассмотрим в контексте НЛП, то для того, чтобы выстраивать большее доверие, мы, к примеру, имеем невероятное количество каких-то способов подстройки к человеку. То есть мы уже строим какой-то алгоритм. Сначала я могу посмотреть, как этот человек себя ведет, что он делает, представить, могу ли я это повторить. Мы как бы копируем, когда подстраиваемся. И это уже стратегия. То есть можно просто общаться с человеком, а можно общаться по определенной стратегии. Так вот это уровень навыков, уровень способностей. И здесь мы отвечаем на вопрос, как я это делаю, либо какие навыки у меня есть, какие навыки и какие способности у меня есть. Ребята, понятно пока на данном этапе, о чем я рассказываю. И мы поднимаемся на 4-й уровень, он уже называется уровень убеждения и уровень ценностей. Это 4-й уровень, и он же считается высоким нейрологическим уровнем. Почему называется высоким? Потому что он уже оказывает на нас очень сильное влияние. Не он оказывает на нас сильное влияние, а то, чем он наполнен, оказывает влияние на то, в принципе, что с нами происходит. И на этом уровне мы отвечаем на вопрос, во что я верю, что для меня ценно, что для меня важно. Да? То есть убеждения и ценности. Что ценно, что важно, во что верю. Что ценно, что важно и во что верю. Добрый вечер, добрый вечер. Добрый вечер всем. На самом деле на этом уровне у нас находится очень сильные и важные вещи для нас. И, соответственно, если мы хотим что-то изменить, мы можем изменить это на более высоком уровне. Сейчас поясню как. Если мы хотим что-то изменить в своем окружении, не устраивает нас то место, где мы живем, та окружающая действительность, те люди, с которыми мы общаемся, то для того, чтобы это изменить, мы можем пойти разными путями. Мы можем просто оказаться в другой среде, но, скорее всего, просто оказавшись в другой среде, мы не станем другим человеком. Но если мы начнем менять поведение,
начнем менять способности и начнем менять, самое главное, убеждения и ценности, то эта окружающая среда нас примет, нам будет легче в этой окружающей среде находиться. Ладно, давайте сначала просто поднимемся по вопросам, а затем перейдем к объяснению более детальному. Дальше. Следующий уровень называется уровень идентичность. Это тоже высокий нейрологический уровень. Он уже отвечает на вопрос: а кто я? Кто я в этом окружении, с этим поведением, с этими способностями, с этими убеждениями? И вот здесь нужно задать вопрос: кто я? И на самом деле на этот вопрос не всегда легко и не всегда просто ответить. На этот вопрос не всегда легко и не всегда просто ответить. Ну, наверняка вы не сидите вечером со своим знакомым и другом и не задаетесь вопросом: а кто я, а кто ты, кем ты себя считаешь, ну и так далее. Да? Здесь уровень самоидентификации. И у нас на самом деле есть много разных идентификаций себя. Мы их в НЛП еще называем части личности. То есть наше общее «я», оно состоит из каких-то маленьких субличностей, либо подличностей, либо частей личности, что в принципе практически одно и то же. И вот эта совокупность наших самоидентификаций является вот этим уровнем, когда мы твердо можем ответить себе на вопрос: кто я? Соответственно, конечно, в разных ситуациях, в разных контекстах наша идентификация является очень сильно разной. Сейчас я на данный момент чувствую себя тренером, я перед вами общаюсь. Да, когда я общаюсь со своей супругой, я чувствую себя и идентифицирую себя с ее мужем. Когда я общаюсь со своей дочкой, к примеру, я идентифицирую себя как отец, ну и так далее. Когда я веду автомобиль, я идентифицирую себя как водитель. Дальше можно продолжать сколько угодно. То есть у нас много вот этих наших внутренних частей личности. Ну и наконец, самый высокий нейрологический уровень называется уровень миссия. На нем мы можем задаться вопросом: а ради чего большего? Вот прямо и задайте себе этот вопрос. А ради чего большего? Или просто ради чего? Или в чем смысл? В чем смысл? В чем смысл существования вот этой нашей идентичности? В чем смысл существования вот этого нашего «я»? Вот эти вопросы, они касаются вот этого уровня. И уровень миссии, он в пирамиде нейрологических уровней, он расположен вот так. Да? Как бы есть пирамида, основная часть ее, и есть такая надстроечка вверх ногами. Это символизирует то, что уровень миссия, он как бы выходит за рамки нашего тела. То есть уровень окружения, поведения, способностей, убеждений, идентичности, это все как бы замкнуто внутри нас. А уровень миссия, он как бы является уже высоким. И наверняка, конечно, вы не каждый день и не каждый вечер задаетесь этим вопросом: а ради чего я существую, ради чего большего мне стоит существовать, ну и так далее. Ну и так далее. Добрый вечер всем, добрый вечер всем. А теперь я предлагаю вам проделать небольшой эксперимент. Надеюсь, что вы уже собрались и уже у вас есть на чем записать бумага и ручка. И я предлагаю провести вам сейчас небольшой эксперимент. Провести себя по всем нейрологическим уровням. Для чего? Для того, чтобы вообще разложить всю себя или всего себя по полочкам, как у нас и заявлено в заголовке этого эфира. Для этого вам стоит начать с уровня окружения. Причем, мои дорогие, чтобы получить наибольший эффект, вам сейчас нужно абстрагироваться от всего и просто трезво посмотреть на себя. О чем я имею в виду? Я имею в виду о том, что не нужно в своем листе бумаги, когда вы сейчас будете структурировать себя по модели нейрологических уровней, писать то, как бы вам хотелось. Вам здесь, когда мы идем по первичный анализ, проводим по пирамиде нейрологических уровней, двигаясь вверх, очень важно написать и записать все как есть. Вот написать и записать все как есть. Давайте попробуем это сделать. Прям пишите. Первый уровень – окружение.
Кто и что меня окружает. Прям записывайте. Мама, папа, бабушка, моя квартира, моя работа, моя машина, моя погода, ну и так далее, и так далее, и так далее. Здесь вот очень сухо и по факту. Мы пишем, что и кто есть вокруг нас. И составьте такой небольшой список того, кто и что есть вокруг вас. Я сейчас поясню, для чего мы это делаем. Мы когда все заполним, я помогу вам понять, почему у вас не получается то, возможно, чего вы хотите, и как сделать так, чтобы то, что вы хотите, стало намного более реалистичным. Когда вы записали уровень окружения, запишите уровень поведения. Кто и что и как себя ведет вот в этом окружении. Как веду себя я, как ведет себя мое окружение. То есть, кто конкретно и что делает. Про себя можете писать. Я дышу, хожу, там, езжу на машине, делаю такую-то работу, копаю яму лопатой, нажимаю кнопки на компьютере, ну и так далее, и так далее, и так далее. Все, что вы можете отнести к уровню поведения, просто сейчас запишите, как вы себя ведете в этом процессе. Пока вы пишете, переходим к следующему уровню. Запишите все свои навыки и все свои способности. Еще этот уровень иногда называют уровнем возможностей. Что я умею, что я могу, на что я способен. Какие у меня есть навыки. И здесь тоже списком запишите. Вы сейчас составляете, вообще оцифровываете свою картину мира, оцифровываете свою карту реальности. Так вот, запишите, как я это делаю, что я умею, как я умею, какие у меня есть навыки, какие у меня есть способности, какие у меня есть возможности, что я могу делать. Тоже составьте небольшой списочек по поводу этого уровня. Кто я, можно отнести к смыслу жизни. Смысл жизни мы относим уровень миссия. Уровень миссия является уже то, о чем вы говорите. Кто я? Это идентификация. Это кем я себя считаю. А уровень миссия – это уровень ради чего большего. Хорошо, друзья, пока вы пишете, перейдем на следующий уровень, на уровень убеждения и ценности. Кстати, на уровне способности обычно люди уже начинают немного притормаживать и начинают немного застревать, потому что многие способности люди почему-то забывают свои способности. Но это не столь важно, так как мы сейчас находимся в учебной среде, в любой момент вы сможете пересмотреть, сделать более детально, но постарайтесь сейчас непосредственно делать с той скоростью, с которой у вас получается. И поднимаемся на уровень убеждений и ценностей. И здесь запишите, пожалуйста, ответ на вопрос, что для меня ценно, что для меня важно, в чем я убежден, во что я верю. Что для меня ценно, что для меня важно, в чем я убежден и во что я верю. Тоже составьте небольшой список. Сейчас мы поднимаемся по нейрологическим уровням снизу вверх. И здесь сейчас просто пишем по факту. Дальше мы поднимаемся на уровень идентичность. Когда вы запишете, поднимаемся на уровень идентичность. И здесь постарайтесь ответить на вопрос «Кто я?». И обычно здесь возникает проблемка. Здесь возникает проблемка, потому что мы не часто задаем себе этот вопрос, и порой мы не можем быстро найти себе ответ на этот вопрос. И когда мы не можем ответить себе на вопрос «Кто я?», то в этом случае нам может помочь метафора, какая-то метафора идентичности. Если у вас затрудняет если вы затрудняетесь ответить на вопрос «Кто я?», то попробуйте ответить на вопрос на уровне метафорическом. Я как кто? Я как что? Я как белое летающее облачко. Я как, не знаю, терминатор. Я как любой персонаж, любой предмет, любая метафора, которая может отразить вашу сегодняшнюю идентичность. Вот на что я больше похож. Да? У некоторых людей бывает идентичность не самая позитивная. Да? Там, я чувствую себя рабом.
Ну, на самом деле это прискорбно, потому что человек себя таким образом самоидентифицирует. Ну, по факту он не является рабом, но он может иметь все убеждения, способности, поведение и окружение, как у раба. Ну, я условно говорю. Здесь важно, чтобы вы себя написали и самоидентифицировали то, как вы себя сейчас чувствуете. Кто-то может себя идентифицировать как, не знаю, успешный предприниматель. Кто-то может себя идентифицировать как мама, или как папа, или как, я не знаю, блогер. Ну, здесь у каждого свое. Здесь у каждого что-то свое. И дальше поднимаемся еще на более высокий уровень и задайтесь вопросом, а ради чего я существую? Ради чего большего? В чем смысл существования вот этой моей идентичности? Не знаю, как вы ее написали, как вы для себя ее обозначили. Ради чего большего? И здесь попробуйте просто сформулировать. Вот ради чего существует, если вы там написали «я предприниматель». Просто ответьте на вопрос, исходя из своей идентичности, ради чего большего существует предприниматель. И здесь миссия, она не должна звучать красиво, как у Microsoft, допустим, компьютер в каждый дом. Нет, это не обязательно так. Это что-то, ради чего, в чем вы находите смыслы. Я, допустим, как тренер чувствую свою миссию в том, чтобы научить чем можно большее количество людей стратегиям эффективной коммуникации. Вот я себя так идентифицирую. У меня это так сегодня. И вы, соответственно, тоже можете найти какой-то более высокий смысл, либо более глубокий, если вам нравится. И почему это важно? Важно осознавать и понимать, ради чего мы существуем, потому что это нас очень сильно двигает. Напишите «я готов» или «я готова», когда вы уже записали все пункты. Я понимаю, что на самом деле на пирамиду Дилса для того, чтобы ее пройти снизу доверху, обычно у меня уходит с клиентом минут 20-30. Понимаю, что мы сейчас галопом по Европам бежим, все быстренько делаем, но тем не менее, вы хотя бы в общих чертах ее набросайте, потому что сейчас мы будем находить очень много разных интересных закономерностей, связанных с тем, как мы вообще видим этот мир, и как мы видим себя в этом мире, и какие у нас результаты бывают за счет того, какими мы себя видим. Для того, чтобы произвести изменения в жизни, было бы круто понимать, на каком уровне находятся те изменения, тот желаемый результат, который вы хотите иметь. Вот давайте сейчас попробуем прямо на примере. Кто-нибудь из вас сейчас мне в чате напишет, кто действительно работает. Кто писал. Тут Надя, я знаю, постоянный наш гость. Алекс первый присоединился. Кто-то еще, может быть. Напишите какой-нибудь результат, который вы хотите иметь, который вы хотите получить, который вы хотите достичь. И мы сейчас постараемся с ним разобраться. Соотнести каждый нейрологический уровень так, чтобы... То есть провести такую сонастройку, чтобы вам стало яснее, как лучше действовать, как изменить свои мысли, может быть, где-то, чтобы этот результат стал наиболее быстро достижимым. Напишите, пожалуйста, кто у нас присутствует. Если сейчас не напишите, буду из своей головы придумывать. Возможно, будет не так интересно, но посмотрим, что из этого получится. Если вы не будете писать, напишите «я не буду писать, не успеваю» или что-нибудь в этом роде, чтобы я понимал, что я не с камерой разговариваю, а что у меня здесь есть живые люди, живые зрители. Я вас вижу, я вижу, что вы есть. Жду, ребятки. Ладно. Если у нас никто не откликается, давайте... Так, Оксана пишет, готово. Хорошо. Кто хочет
немного себя поанализировать по модели нейрологических уровней. Пока вы напишите, если вот я сейчас расскажу еще один небольшой теоретический блок, если кто-то отзовется, то будем на его примере, если никто не отзовется, то будем на моем примере, который я сейчас воспроизведу. Хорошо, друзья, если у вас есть какая-то цель, есть какой-то желаемый результат, и вы почему-то не можете его достичь, то здесь сейчас вам будет большое открытие. Нужно определиться, на каком уровне вы хотите этого результата. Ну, допустим, вы хотите выйти на такую-то сумму дохода. Я не знаю, назовем ее сумма X. Вот вы решили, что вы хотите зарабатывать такую-то сумму X в месяц. Нужно определиться, а на каком же уровне лежит мой результат? На каком уровне мой результат находится? И я смею предположить, что уровень результата зарабатывать такую-то сумму в месяц, это находится на уровне навыков. То есть, чем мы отличаемся по большому счету? Один человек умеет зарабатывать X в месяц, а другой человек не умеет. Все дело в том, что, скорее всего, какие-то разные навыки и какие-то разные стратегии. И мне кажется, что вот этот результат, он лежит на уровне стратегии, на уровне способностей. Когда вы определились, на каком уровне лежит ваша задача, Наиль, давайте с вашим. Преуспеть в продажах. Преуспеть в продажах. Давайте изменим. Продажи. Наиль, будем работать с вами. Что такое продажи? Да? Это навык. Навык и умение продавать. Навык и умение доносить какую-то свою мысль и получать за счет этого какой-то обмен ценностный, да, меняем товар на деньги и получаем, соответственно, прибыль, и так далее. Да. Кто-то это делает лучше, кто-то это делает хуже. Все то же самое. У нас оказывается, что Наиль, его результат желаемый лежит на уровне способностей. И если мы рассматриваем модель нейрологических уровней, то чаще всего для того, чтобы изменить что-то на том уровне, на котором находится задача, цель или проблема, то нам нужно подняться на уровень выше, изменить его, внести какую-то корректировку, а затем то, что находится на уровне ниже, изменится. Сейчас поясню, как это работает. Вот давайте, Наиль. Преуспеть в продажах. Наверняка вы уже занимаетесь продажами. И наверняка у вас уже есть по этому поводу какие-то убеждения. Вот мы сейчас с Наилем будем разбираться. Наиль, расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас заполняли свою пирамиду Дилца, и что вы написали на уровне ценности и на уровне убеждения? Сейчас поясню, как это работает. Я сейчас пока пофантазирую, пока Наиль пишет. Но, допустим, у Наиля может быть какое-нибудь убеждение хорошее, позитивное. Допустим, что нужно помогать людям бескорыстно. Нужно всегда людям помогать. И это убеждение, оно может блокировать его вот эту способность. Понимаете, в чем здесь смысл? Когда Наиль думает, что... Я сейчас фантазирую, я не знаю, как у Наиля на самом деле. Но у Наиля может вполне такое существовать убеждение, нужно бескорыстно помогать людям. Угу. И, соответственно, вы понимаете, что уже что-то картинка не сходится. Он хочет развить свой навык продаж, но вот это убеждение, оно может его блокировать. Соответственно, если мы поработаем над этим убеждением, его изменим, то его способности изменятся, его поведение, соответственно, изменится, его окружение уже изменится. Сейчас мы подождем, пока нам отпишет Наиль, что у него получилось на уровне убеждения и на уровне ценностей. И я Наилю по поводу его запроса, по поводу его навыка задам сразу попутно вопрос. А он заключается в том, что, Наиль, как вы думаете,
во что вам стоило бы верить, в чем вам стоило бы быть убежденным, чтобы ваш навык совершенствовался, чтобы он развивался до того уровня, до которого вы хотите. Ну или попробуйте ответить на этот вопрос. Во что вам стоило бы поверить, во что вы не верили раньше, вот до этого конкретного момента, чтобы ваш навык, ваша задача, ваша цель была намного более реализуема. Надя пишет, что такое убеждение может привести к тому, что другие будут этим человеком пользоваться как хотят. Да, совершенно верно, Надя, вы пишете, и действительно это так. Ну, такие убеждения наши убеждения на самом деле приводят к разным вещам, и они очень часто блокируют наши какие-то желания. То есть у нас происходит какая-то рассогласованность на разных уровнях. То есть, ну, допустим, я хочу преуспевать, но одновременно где-то я убежден, что быть богатым – это плохо. Или все богатые люди злые, к примеру. Так, Наиль. У Наиля ценности семья. Ну, смотрите, вы очень интересно пишете. Ценности – это множественное число, и лишь только одну ценность пишете – семья. У вас на уровне убеждений, на уровне ценностей есть очень много всего. Ладно, Наиль, давайте попробуем поработать немного по-другому. Вот у вас есть цель преуспеть в продажах. А теперь расскажите, что вы думаете насчет вообще продаж? Какие у вас есть мысли насчет продаж? В чем вы убеждены по поводу продаж? Давайте вот сужать контекст. Друзья мои, чтобы разобраться более детально, определяйте изначально, на каком уровне находится ваша задача, которую вы хотите решить, и потом сужаете все вопросы по модели нейрологических уровней до рамки этой задачи. Вот, Наиль, давайте попробуем порассуждать. Вот что вы думаете по поводу продаж? Какие у вас мысли идут по поводу продаж? Так, Наиль написал, двигаться к успеху, двигаться к результату, несмотря на то, что кого-то обмануть. Угу. Что вы еще думаете по поводу продаж? Давайте попробуем разбираться. Или постарайтесь быть более активным, раз уж вызвались поработать. Давайте поработаем. Вот давайте даже рассмотрим. Если у меня есть убеждение, то нужно двигаться к успеху, несмотря на то, что можно кого-то обмануть, если есть такое убеждение. Есть ли у вас какие-то еще другие убеждения, которые мешают этому навыку развиваться? Сейчас, Наиль, вы уже фантазируете по поводу того, что нужно так делать. Но вы так не делаете, потому что у вас насчет лжи, я уверен, есть какие-то другие убеждения. Умение донести клиенту, что ему этот товар необходим. Хорошо, Наиль, очень важно сейчас, чтобы вы сконцентрировались и постарались услышать, увидеть, прочувствовать то, что я хочу от вас получить. Я хочу, чтобы вы сейчас пишете, о чем, что нужно делать, да? Как нужно себя, во что нужно верить. А вы напишите, во что вы действительно верите. На что вы действительно верите. Чат подвисает, ну такое бывает. Угу. Вот смотрите, Наиль, вы написали умение донести клиенту, что ему этот товар необходим. Смотрите, какая еще история. Вы сейчас говорите о том же навыке.
Вы сейчас говорите о том же навыке, да, о навыке продаж. Умение донести человеку, что ему необходим этот товар, это тоже навык, да, но вы его оформили в виде убеждения, да, то есть, наверное, это звучит как-то так. Я должен уметь донести человеку, что ему необходим этот товар. Скорее всего, так. Скорее всего, так. Но постарайтесь просто описать, а что вы вообще думаете про продажи? Вот что вы вообще думаете про продажи и продавцов? Вот действительно, как есть сейчас. Что вы думаете про продажи и продавцов? Давайте так, Наиль, если вы не разгонитесь, то я просто приведу свой пример. И сложно ответить. Да, безусловно, сложно ответить. Знаете, почему сложно ответить? Сложно ответить, потому что мы не каждый день задаемся этими вопросами. То есть мы живем в какой-то уже укоренившейся для себя картине мира. И почему я сказал, что вот уровень убеждения, уровень идентичность, уровень миссия, это уже называется высокие нейрологические уровни, потому что на самом деле они затрагивают те пласты, о которых мы ежедневно, ну скажем так, не рефлексируем. Я вот так это назову. Вот так это назову. И это нормально. Это нормально. Давайте так, Наиль, и если вы не разгоняетесь через 1,5 минутки, я просто на простом другом примере поясню это, как это работает, чтобы мы не задерживали весь прямой эфир. Наиль, вы сейчас либо ответьте, либо напишите, что я не успеваю, не получается там и так далее. Это тоже нормально. Это тоже нормально. Вы потом по аналогии просто в процессе записи все пересмотрите. Что получается? Скорее всего, у Наиля есть какие-то убеждения о продажах, об этом навыке, которые ему не позволяют совершенствовать этот навык. Ну, они могут звучать так, как он написал. Умение донести, что товар этот необходим, да, к примеру. А может быть, параллельно с этим у него существует убеждение, что обманывать нехорошо. И он может считать, что для того, чтобы продавать, нужно людей обманывать. Может же такое быть? Вполне себе может быть. И так в любой сфере жизни, да, несмотря на то, какой вы запрос свой сейчас рассматриваете по модели нейрологических уровней, то вам нужно всегда подняться на один уровень выше. Всегда нужно подняться на один уровень выше. Окей, чат висит. Вот смотрите, Наиль, очень интересно, у вас чат висит. Чат висит, но вы в него пишете, что чат висит. Вместо того, чтобы вы писали что-то непосредственно касающееся вашего вопроса, вы находите какие-то слова, чтобы их написать, и почему-то на этих словах чат не висит. Но мы не будем с этим разбираться. Давайте перейдем на мой виртуальный пример. Человек решил, я хочу зарабатывать сумму X в месяц. Это находится на уровне способностей. Соответственно, это навык. Зарабатывать какую-то сумму в определенный период времени. Навык. Неважно, за счет чего он достигается. И здесь нам нужно подняться на уровень убеждений и ценностей и задаться вопросом, а что я вообще думаю о заработке, а что я вообще думаю о деньгах, а что я вообще думаю об этой способности. И у человека здесь начинают вылазить такие интересные штуки, что он начинает о доходе размышлять, и у него на уровне убеждений появляется какая-нибудь установка, что он, допустим, верит в то, что больших денег честным трудом не заработать, а он себя считает на уровне идентичности честным человеком. Или вылазит какая-нибудь другая установка, что, не знаю, я вообще никогда не способен зарабатывать больше, чем вот такая-то сумма. Да? То есть здесь мы рассматриваем контекст и смотрим, что лежит на более высоком уровне. Когда мы нашли то, что, смотрите, убеждения могут от чего-то ограничивать, но также может быть здесь вообще пустая ячейка. То есть у человека может быть насчет этой суммы денег, которую он хочет зарабатывать в месяц, не быть на уровне убеждений вообще никаких убеждений. И здесь наша задача постараться сформулировать 1, 2, 3, 4 каких-то новых убеждений, которые могли бы нам помочь развить этот навык. Допустим, даже банально, если у человека есть убеждение,
больших денег честным трудом не заработать на уровне убеждений, то он бы мог сформировать здесь поддерживающее убеждение, что я способен зарабатывать такую сумму в день, такую-то сумму в месяц или даже больше, к примеру. И когда он будет повторять себе это убеждение нужно повторять, самовнушением заниматься и начать в него верить, то в конечном итоге его способности изменятся. После того, как его способности изменятся и поведение, потому что он уже будет зарабатывать несколько иную сумму денег, навык изменился, изменится поведение, изменится совершенно окружение. Ну, согласитесь, там, люди, которые зарабатывают, условно говоря, там, не знаю, 20 тысяч долларов, имеют, наверное, несколько иной круг общения, чем люди, которые зарабатывают, там, 1000 долларов. Совершенно разное. И здесь, даже на уровне ценностей и убеждений, у этих двух разных людей, которые зарабатывают 1000 долларов и которые зарабатывают 20 тысяч долларов, будут совершенно разные убеждения. И совершенно другая будет самоидентификация, и совершенно другая будет миссия. Да, уровни все важны. Тут же понятно, что мы же сейчас говорим об изменениях. Первым шагом, когда мы начинаем изучать модель, когда мы начинаем разбирать модель нейрологических уровней, наша задача вот составить свою картину мира, как она есть. Мы поэтому поднимаемся с самого низкого уровня до самого высокого, и здесь просто пишем то, как оно есть. Вот как оно есть на самом деле. А дальше мы уже соотносим свои цели, свои какие-то результаты, которых мы хотим получить, и мы можем, глядя на прописанную, условно говоря, структуру всей своей личности, посмотреть, а что в моей личности не сходится с тем результатом, который я хочу получить. И вы здесь можете посмотреть, что, ну давайте в тот же пример с деньгами, да, многие могут решить, что для того, чтобы зарабатывать больше денег, мне нужно изменить мое окружение, нужно окружить себя там, людьми преуспевающими. Это очень круто. А вот пробовали ли вы когда-нибудь себя изменить с помощью окружения? Пробовали ли вы, там, не знаю, зарабатывая сумму X, прийти в компанию или постараться сделать так, чтобы вас окружали люди, которые зарабатывают 10x? Скорее всего, если вы проводили такой эксперимент над собой, вы понимаете, что когда вы находитесь с этими людьми в этом окружении, вам в этом окружении быть некомфортно, окружение как будто вас не принимает, вам как будто не о чем поговорить, вам как будто нету рапорта, да, нету вот этого взаимного доверия. Почему так происходит? Потому что человек, который зарабатывает X и который зарабатывает 10x, он себя и ведет по-другому, и обладает другими способностями, и обладает другими ценностями и убеждениями. Поэтому просто так изменить окружение для того, чтобы изменить способности, ну, так это не работает в концепции модели нейрологических уровней. То есть, если я хочу, не знаю, приобрести какую-то способность, приобрести какой-то навык, если я просто изменю окружение, то мне будет тяжело добраться до этого уровня. Хотя база должна быть. Давайте... Какой пример взять? Давайте навык вождения автомобиля. Если я хочу научиться водить машину, смотрите, если я хочу научиться водить машину и помещу себя в окружение среди людей, которые умеют водить машины, то я от этого не научусь водить машину. Да? Соответственно, чтобы научиться водить машину, мне придется и поместить себя в окружение людей, которые могут водить машины, которые там умеют это делать. Также мне нужно будет изменить свое поведение. Также мне нужно будет менять какую-то свою способность, тренировать навык. И что самое важное, мы будем менять свои убеждения и свои ценности. Если, допустим, вот мой навык изменить, научиться водить машину находится здесь, мы пойдем немного другим путем. А если мы просто изменим окружение, то ничего не изменится. А если мы обратимся на уровень выше и подумаем, а что я могу здесь изменить, чтобы мой навык вождения автомобиля изменился,
Меняем, допустим, находим какое-то здесь убеждение, что водить машину это страшно, или водить машину это ужас. Человек, который имеет такое убеждение, он никогда не будет учиться водить машину. Но если мы здесь меняем убеждение, водить машину это ужас, на убеждение, водить машину это классно, или я легко вожу машину, или я могу легко научиться водить машину, то у нас меняются все нижестоящие уровни. С убеждением я могу легко водить машину, у нас будет совершенно другое поведение, у нас начнет меняться окружение, ну и так далее. Я думаю, нельзя отдать предпочтение каким-нибудь уровням. Это пирамида. Предпочтение нельзя отдать, но мы говорим о том, что в рамках этой пирамиды можно менять определенные элементы, и за счет изменения определенных элементов будут меняться более низкостоящие уровни, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Или давайте еще один пример, как можно очень сильно изменить свою жизнь. Давайте опять же на примере развить навык продаж. Пойдем немножко выше. Вот у нас есть желание развить навык продаж. Если мы подойдем с точки зрения идентичности, кем себя считает человек, который обладает хорошим навыком продаж? Кем себя считает человек, который обладает хорошим навыком продаж? И, допустим, здесь на уровне самоидентификации человек скажет: я лучший продавец. Или я гуру продаж. Вот таким образом он себя назовет. Если человек здесь себя самоидентифицирует: я плохой продавец, да, то на уровне идентичности у человека будет и миссия такая. Какая миссия у плохого продавца, если человек себя так называет, себя так и самоидентифицирует? Наверное, скажет, что моя миссия чувствовать себя хуже других. Может же быть такая миссия, может быть смысл жизни у человека такой. А если человек изменит свою идентичность с плохого продавца на я лучший продавец, или я хороший продавец, или я просто продавец, и задастся вопросом: ага, а какая миссия у хорошего продавца? И человек подумает: так, какая миссия у хорошего продавца? Наверное, помогать людям совершать покупки. Продавец помогает совершать покупки, он нашел миссию, а теперь он соотносит свою идентичность. Я хороший продавец. Идем вниз по нейрологическим уровням. Спускаемся на уровень ценностей и убеждений. А во что должен верить, и что для человека, во что должен верить, и что должно быть ценным для хорошего продавца? И, допустим, мы здесь находим какие-то новые убеждения. Ага, хороший продавец должен верить в то, что он продает хороший товар. Окей, хороший продавец должен верить в то, что он помогает людям совершить покупку. Да? Хорошее убеждение. И, соответственно, здесь уже на уровне навыков у нас все становится по-другому. То есть мы изменили свою идентичность в этом контексте. Мы поняли, ради чего мы это все дело продаем на уровне миссии, и поработали с убеждениями. Хороший продавец помогает людям совершать покупки. Хороший продавец продает только хорошие товары. Способность начинает очень сильно меняться. С таким подходом, с такой самоидентификацией, с такими убеждениями, с такими ценностями навык развивается уже совершенно по-другому. Ну и дальше, как косвенный эффект, уже меняются и поведение, и окружение. Вот так это работает, мои дорогие. Ребят, напишите, полезно ли то, что я вам сейчас объясняю. А пока вы пишете, пока вы даете эту обратную связь, я вам спешу напомнить, что мы уже открыли продажи видеокурса, курс NLP практик. Видеокурс. Это видеокурс, в котором изложены в видеоформате все техники курса NLP практик. Есть два уровня. Уровень базовый и уровень продвинутый. На базовом уровне базовые техники, пресуппозиции, НЛП, подстройки, якорение, работа с субмодальностями, техники работы с привычками и так далее, и так далее, и так далее. А второй уровень – это уровень уже продвинутых техник, более сложные стратегии, более сложные техники, работы с убеждениями, с ценностями, работа с бессознательным и техники гипноза, ну и так далее.
Курс состоит из двух частей. Первая и вторая, базовый и продвинутый. Обе части стоят по 100 евро. Но сейчас у вас есть возможность приобрести обе части за 120 евро. На прошлой неделе было 100. Места за 100 евро закончились. Если вы еще хотите присоединиться к моим видеозанятиям, к моим видеоурокам, вы можете написать мне в личку в Telegram слово «курс». Мы пока его продаем без лендинг-страницы. Так, между нами, как говорится. И я вам дам доступ к этому курсу за 120 евро. Оплатить можно из любой страны мира. Единственное, что пока только из Украины плохо проходят платежи. Из всех остальных стран проходят. И что вам еще рассказать про курс? Ну, наверное, у нас тут есть участники, которые уже приобрели. Кстати, можете тоже что-нибудь написать, если вы уже приобрели и начали обучение. Я вас предупреждаю сразу, что курс, он еще не дозаписан до конца. То есть, тут я в процессе, уже много уроков записано, но я каждый день практически его пополняю. Те, кто уже в курсе, не дадут соврать. Чем хорош этот видеокурс, что вы его один раз покупаете, имеете такой хороший видеоучебник. Видеоучебник, который у вас останется на всю жизнь, это как купить хорошую такую книжку, хорошую энциклопедию, к которой вы можете постоянно обращаться. Как построено обучение на курсе? Обучение на курсе построено следующим образом. По каждой небольшой теме у вас есть видеоурок. Видеоурок сопровождается презентацией, если презентация предусмотрена. И видеоурок загружается еще и в аудиоформате. То есть, когда у вас нет времени смотреть, вы можете послушать, глядеть презентацию и слушать то, о чем я вам рассказываю. И к каждому видеоуроку есть небольшое домашнее задание, которое вы вполне себе можете исполнить самостоятельно. То есть, поработать, наблюдая за кем-то, наблюдая за чем-то. Там мы много работаем с видеозаписями, наблюдаем, какие люди что делают. И вы таким образом обучаетесь самостоятельно. Это хорошая книга. Это не тот, что я запустил вас на курс и с вами там работаю. Нет, там с вами работают мои видеозаписи, но они достаточно детальные, достаточно подробные, и с помощью этих видеозаписей вы сможете освоить весь курс NLP практик. Ну и также в видеокурсе предусмотрены ежемесячные встречи. То есть раз в месяц мы встречаемся в Zoom, где я вам рассказываю и отвечаю на вопросы. Возможно, отрабатываем какую-то технику. Раз в месяц, в ближайшие пару лет я запланировал себе, что раз в месяц мы будем точно встречаться. А там посмотрим, как оно дальше будет. Потому что моя цель на самом деле не то, чтобы там продать много этих видеоучебников, а то, чтобы создать такое сообщество развивающихся людей. Поэтому, если вы заинтересованы, в описании к этому видео и в закрепленном комментарии будет ссылка на мой Telegram. Вы туда просто пишете слово «курс», я вам отвечаю, вы оплачиваете, делаю электронный счет, вы оплачиваете, и я вас запускаю в курс. Многие люди уже приобрели, и по обратной связи я вижу, что людям нравится. Хорошо, объясняете? Спасибо. Так, какая разница между убеждением и внушением? Разница в том, что убеждение – это конструкция, если хотите, то, что я подразумеваю под убеждением. Когда я рассказываю про какое-то убеждение, это наша внутренняя конструкция, которая у нас в виде слов существует внутри нас. Когда я говорю про внушение, это когда мы внушаем себе либо другому какую-то установку. То есть вот в том контексте, о котором я говорю, убеждение – это сама по себе установка, это конструкция речевая, а внушение – это процесс, где мы внушаем или внедряем какую-то установку. Надеюсь, ответил. Шикарный курс. А вы у нас присутствуете на курсе, потому что, видите, вы в Ютубе и в Телеграме по-разному подписаны. Если вам понравилось, можете пару слов написать. Итак, мои дорогие, к чему мы пришли в итоге? Разбираем модель нейрологических уровней. С помощью модели нейрологических уровней можно очень хорошо структурировать реальность и решить практически любую задачу, жизненную задачу, которая перед вами стоит. Потому что, когда мы с чем-то сталкиваемся, чего не можем совершить, чего не можем достичь, у нас либо есть какие-то ограничивающие убеждения, либо что-то еще. Либо мы себя как-то не так идентифицируем, либо идет конфликт. Допустим, моя миссия
продавать. Моя миссия помогать людям, да. Мы себе ставим смысл жизни, смысл моей жизни, чтобы продавать, да. А цель у нас зарабатывать деньги. Точнее, моя миссия... Ладно, моя миссия помогать, а цель продавать. Цель и миссия как бы не бьются между собой. Между ними есть еще 3 уровня, да. Уровень идентичности, уровень убеждений. И нужно понять, как эти уровни между собой соотносятся, и что я могу изменить в своей картине мира таким образом, чтобы это все было согласовано. Даже есть техника, которая называется интеграция нейрологических уровней. Сейчас поясню, как ее сделать. Вы ее сделаете уже самостоятельно. Кстати, на курсе мы модель нейрологических уровней разбираем аж 3 раза. Есть 3 разных видеоурока, они в разное время курса проходят. Первый раз мы разбираем модель нейрологических уровней в общении, в коммуникации, как это происходит. Второй раз мы разбираем модель нейрологических уровней как модель, с помощью которой можно разобраться с достижением целей. И третий – это интеграция нейрологических уровней. Объясняю. Для того, чтобы сделать интеграцию нейрологических уровней, мы записываем по факту, поднимаясь с самого нижнего уровня до уровня миссии, как у нас есть сейчас в жизни. Когда мы осознали миссию, мы начинаем спускаться вниз по уровням. Обычно, когда мы поняли свою миссию, мы ее сформулировали, какой-то более высокий смысл, ради чего большего я живу. У нас меняется и идентичность, мы начинаем себя называть по-другому, мы начинаем себя считать другим человеком. У нас параллельно и меняются ценности, то есть мы обдумываем, что мне нужно изменить в моих убеждениях, ценностях, верованиях, чтобы соответствовать своей идентичности и соответствовать своей миссии. Потом дальше мы задаемся вопросом, какие мне способности нужно развивать, чтобы следовать своей миссии. Дальше, как мне нужно изменить свое поведение, что мне нужно изменить в своем поведении, чтобы следовать своей миссии. И как мне нужно изменить мое окружение, чтобы следовать своей миссии. То есть мы уже, когда делаем интеграцию нейрологических уровней, мы завязываемся на миссию, и таким образом мы как бы структурируем, мы начинаем лучше себя понимать и осознавать. Да, мы внушаем убеждения либо установки. Все правильно. Все правильно. То, что вы написали. Поэтому так. Итак, друзья, давайте по модели нейрологических уровней. Если у вас вопросы, может быть, что-то непонятно, может быть, непонятно, как в каком конкретном случае применять. Давайте разберемся. И напоминаю, что сейчас вы еще можете записаться по льготной цене, получить обе части курса всего за стоимость 120 евро. Ну, по тому, как я понимаю, этот видеокурс, он должен стоить на порядок дороже. В дальнейшем меня уже наругали. Я показал свой план курса и как он сделан. Мне сказали, что он минимум должен стоить, маркетологи сказали, что он минимум должен стоить 300 евро. Поэтому если вы хотите получить акцию, бонус и по льготной цене получить обе части курса, я в дальнейшем буду просто их продавать по отдельности. Первая часть и вторая часть. Я думаю, что отдельно каждая часть будет стоить, ну, как минимум, тех же 120 евро. Сейчас можете купить обе и учиться всю жизнь. У вас никто никогда не заберет эти видеоуроки. Поэтому либо задавайте мне вопросы по поводу нейрологических уровней, либо находите ссылку в описании на Telegram со мной, пишите слово «курс», и я вам сделаю к нему доступ. Тех же 120 евро. Сейчас прямо в чате продублирую, чтобы вы могли записаться. Ребят, задавайте свои вопросы. Можете задавать вопросы по курсу, можете задавать вопросы по модели нейрологических уровней. А можете переходить по ссылке, писать мне слово «курс» и получите доступ к полному видеокурсу NLP практик, который сейчас еще пополняется, но скоро он пополнится до конца, и тогда уже точно не будет никаких скидок и не будет никаких бонусов. Будете покупать потом по большой цене. Понимаю, что лето, обычно летом все люди отдыхают, но если хотите получить дозу хорошего, структурированного, грамотного контента, те, кто у нас уже учится, не дадут соврать, что в курсе все именно так и происходит, как я вам об этом рассказываю. Есть
видеоуроки, есть аудиозаписи. К этим видеоурокам есть наглядная презентация, есть упражнения. И что самое интересное, я туда еще вставляю вставки с моих живых тренингов, как это происходит вживую. То есть вы можете еще посмотреть демонстрации с живых тренингов. Таким образом я тоже разбавляю курсы. Я вообще на самом деле хочу сделать самый лучший курс на русскоязычном пространстве по НЛП, чтобы человек вот мог взять его, приобрести, посмотреть это невероятное количество видеоуроков постепенно и овладеть навыком. Вот моя ключевая идея. Я сейчас, не буду говорить, что из кожи вон лезу, чтобы это сделать, но вы заметили, что я уже и эфиры редко провожу, и на основном канале редко выпуски выходят, потому что я вот целиком, целыми днями практически, помимо консультаций и каких-то других задач, занимаюсь структурированием и записью видеоуроков для этого курса. Курс шикарный, самое главное, что там объясняется все доступно и просто. Плюс есть обратная связь, что важно, 100 евро того стоит. Уже 120 евро, уже не 100. 100 евро было на прошлой неделе. Все, 100 евро уже ушли в историю. Теперь 120, но тем не менее, все равно это не 200 и не 250, за которые я планирую его продавать в дальнейшем. Поверьте, оно того стоит. Оно того стоит, и я сейчас даже в какой-то степени завидую тем, кто у меня сейчас смотрит эти видеоуроки, кто находится на курсе, потому что когда я изучал НЛП, мне приходилось все очень сильно добывать самому из какого-то невероятного количества книг. Я как-то считал, сколько у меня книг именно по НЛП, вот в названии которой есть слово НЛП, то у меня больше 60 книг. Причем я такой, знаете, книжный червь. Я и старые, и новые, и на разных языках, и тех, которые вы уже нигде не купите, пытался на всяких книжных ярмарках находить. То есть у меня был период, когда я прям глубоко-глубоко в эту тему копал, чтобы, во-первых, разобраться самому, во-вторых, как тренер, когда я работаю, мне очень важно донести с разных точек зрения, с разных позиций, поэтому, поверьте мне, контента там хватает, который вы будете... Смотрите, в этом курсе собран мой, на самом деле, огромный опыт изучения НЛП. А НЛП я изучаю с 2008 года, преподаю с 2017 года. Сколько с 2008 года прошло у нас лет? 14 лет. Вот в этом курсе упаковано 14 лет моего опыта изучения и 5 лет преподавания. 14 лет изучения и 5 лет преподавания. Поэтому у вас есть два пути. Либо пройти этот путь самостоятельно, чтобы настолько хорошо разбираться, либо просто получить все знания, переработанные именно мной. Поэтому, кто хочет на курс, приглашаю на курс. В личку в Telegram пишите слово «курс», я вам объясню, как оплатить, и запущу вас на занятия. А также можете задать вопросы непосредственно по той теме, которую мы разбирали. На самом деле модель очень применимая, очень живучая в разных абсолютно ипостасиях. Вы можете разобрать свой бизнес, к примеру, если вы предприниматель, либо строите бизнес. А еще лучше, если вы собираетесь стать предпринимателем, то еще планируя свой бизнес и свою компанию, можно разобрать по нейрологическим уровням. Допустим, как разобрать бизнес? Если вот у вас уже есть какая-то действующая компания, не знаю, производите вы женскую обувь. Что окружает мою компанию? Поставщики, мои работники, сотрудники, швеи, модельеры, я сама или сам, и так далее. Описываем все, что окружает бизнес. Потом пишем поведение. Как ведет себя бизнес вообще в целом в этом окружении? Как он ведет себя с поставщиками, как он ведет себя с клиентами, как он ведет себя с работниками и так далее. Какие есть способности у этого бизнеса? У этого бизнеса есть способность производить сапоги, производить кожаные сумки, еще что-то. Потом, а в чем убежден, во что верит мой бизнес? На каких убеждениях, на каких ценностях строится мой бизнес? Допустим, мы убеждены, что у каждой женщины должна быть пара сапог красивых, и так далее. Какую метафору можно создать для бизнеса? Чем является мой бизнес, к примеру? И вы создаете некую метафору. А какой смысл существования вот этого бизнеса? И вы находите для себя какой-то смысл, что мы улучшаем мир за счет того, что каждый человек или каждая женщина или каждый мужчина будет ходить в красивых кожаных сапогах. Таким образом, проанализировав свой бизнес, у вас все наладится,
все структурируется, и вы будете понимать на каждом уровне, что есть что. Где мы находимся, куда мы движемся, почему мы туда движемся, почему то или иное не получается, почему мы не можем, допустим, найти там сотрудников. Ага, а какие ценности основные у нашего бизнеса? Выжимать максимум из производства? Угу. Если такая ценность у бизнеса, то, конечно, мало кто из сотрудников будет идти на такую работу. Он будет приходить, отрабатывать, быстро выгорать, и будет текучка кадров. А если у нас есть ценность там, сделать каждому сотруднику комфортные условия, условия работы, чтобы он мог развиваться, то, соответственно, то есть мы можем еще и свою бизнес-стратегию подкорректировать за счет этой модели. И применять можно на самом деле в очень многих. Можно семейные отношения рассмотреть. Вот взять семью как единое целое. Так, что окружает нашу семью? Как ведет себя наша семья? Какие способности есть у нашей семьи? Какие есть ценности и убеждения? Как можно назвать нашу семью? И какой смысл существования нашей семьи? Угу. Пришли к тому, что смысл существования нашей семьи делать там, не знаю, тебя и людей вокруг нас, кто входит в члены нашей семьи, счастливыми. Ага, если мы имеем такую миссию, как мы можем теперь называть свою семью? Ага, когда мы имеем такую миссию и называем себя так, как мы себя называем, во что мы должны верить, какие у нас должны быть ценности, чтобы эта миссия достигалась, да, чтобы мы к этой миссии стремились. Ага, нашли какие-то новые убеждения, новые ценности. Ага, что мы можем делать, как мы можем изменить свое поведение в общем в семье, какие способности мы должны развить, там, допустим, умение давать обратную связь качественную, или там умение, не знаю, делать паузу и не конфликтовать, ну, такого уровня. Как мы изменим свое поведение, чтобы достигать своей миссии, ну и так далее. Вот здесь вы модель нейрологических уровней можете на самом деле любой процесс, практически любой процесс с помощью модели нейрологических уровней разобрать, придать ей структуру, любому процессу. И самое главное, найти, что в этом процессе можно подкорректировать, изменить, улучшить, для того, чтобы все это было и существовало более гармонично. Как вы говорили, только практика, а книги – это навык чтения. Да, я такое говорил, и я продолжаю быть в этом убежденным, и продолжаю в это верить. Но мой курс, во-первых, построен таким образом, что к каждому уроку есть задание, которое человек может сделать самостоятельно. Понятно, что здесь ответственность у человека. Можно и по книгам научиться НЛП, но, к сожалению, мало книг, где есть прямо упражнения, которые нужно делать, причем которые объяснены так понятно, что человек вот мог с нуля зайти и взять его сделать. Я продолжаю верить в свое убеждение, я ничего здесь не нарушаю. И что самое важное, почему я решил вообще сделать этот видеокурс именно в таком формате, чтобы была такая энциклопедия. Потому что сейчас такие времена, что не каждый человек может себе позволить пойти учиться на курсы НЛП практик вживую. Во-первых, я один, вас много, а во-вторых, стоимость. Есть определенная стоимость, ниже которой нецелесообразно проводить курсы НЛП практик. Многие люди сейчас не готовы, допустим, потратить тех же 800-900 тысяч евро, в зависимости от региона, чтобы пойти поучиться. А за 120 евро можно купить себе хороший тренажер. Вот смысл моего курса. Здесь не о том. Мой курс НЛП практик, видеокурс, он не заменит живого курса никогда в жизни. И ни один видеокурс не заменит живого тренинга. И это тоже важно понимать. И, кстати, вам спасибо за то, что вы об этом сказали. Здесь важно понимать, что да, это не живое обучение. Живое обучение можно заменить только другим хорошим живым обучением. Но книги и просмотр хаотичного ютубчика можно заменить хорошим, структурированным, пошаговым курсом, видеокурсом с хорошими видеоуроками, где есть и задания, есть практика, есть хоть какая-никакая, хоть раз в месяц обратная связь. Я в чате обычно, если люди что-то пишут, задают вопросы, я тоже отвечаю. Поэтому вот и вся разница. Вот и вся разница. Ребят, полезно было то, что я вам сегодня рассказывал.
Дайте обратную связь, полезно ли было то, о чем я вам сегодня рассказывал. Причем вот что мне еще на ум приходит, что в моем курсе есть записи с живых тренингов, как это происходит, и у вас расширяется карта реальности. Потому что не факт, что даже если бы вы пришли на живой курс, вы бы получили такую демонстрацию. Вы бы получили демонстрацию, безусловно, но вы бы получили демонстрацию другую, а такую, наверное, бы не получили. И это тоже обогащает. Так что, друзья, если готовы обучаться со мной, милости прошу. Пишем слово «курс» и делаем оплату, и я вам делаю доступ к видеозанятиям. Если есть вопросы по поводу модели нейрологических уровней, то давайте с радостью вам сейчас на них отвечу. Давайте на них отвечу. Так, какой-то вопрос прилетел. Добрый вечер. Можно ли с этим методом готовиться на экзамен, поступать в магистратуру? Можно. Вопрос вашей фантазии. Вопрос вашей фантазии, чего вам не хватает, понимаете? Можно просто готовиться в магистратуру, как вы обычно готовитесь, а можно постараться разобрать все в деталях, да? То есть вот я хочу поступить в магистратуру. Что у меня есть вокруг? Что меня окружает? Меня окружают танцы, вечеринки, дискотеки, не знаю, пьяные люди, мужчины, женщины. Как я себя в этом веду? Пью, курю, гуляю, провожу время как хочу. Какие у меня есть способности? Я умею танцевать, я умею там, не знаю, краситься и так далее, и так далее. Какие у меня есть убеждения? Я убеждена в том, что там в магистратуру можно поступить, если будешь много учиться. Кем я себя считаю? Я себя считаю классной девчонкой, классным пацаном, который умеет получать кайф от жизни. Там какая миссия у этого классного пацана или у этой классной девчонки? Это я сейчас фантазирую, я прикалываюсь просто. Миссия получать удовольствие от жизни. Где здесь в этом всем магистратура? Да, вот в такой картинке ее нету. И вот вы написали такую картинку. Но вы понимаете, что магистратуру вы в принципе хотите. Окей. Берете свою цель. Окей. Я хочу поступить в магистратуру. Я хочу быть магистром. Начинаем с уровня миссии. Какой смысл моей жизни? Да? Можно начать с уровня идентичности. Кем я хочу себя считать? Я хочу себя считать магистром. Окей, определились. Подумайте о миссии. Какая миссия у магистра такой-то науки? Определились. Там, миссия магистра такой-то науки, там, непрерывное развитие в этой теме. Окей. Хорошо. Какими убеждениями, какими ценностями я должен обладать, чтобы быть магистром и чтобы следовать этой миссии? Ответили на вопрос. Сверились с тем, что у вас было до того, как вы определились. И посмотрели, ага, вот такие убеждения, такие ценности мне нужно развивать. Какие мне нужны способности для того, чтобы быть магистром и для того, чтобы следовать своей миссии? Так, мне нужно научиться быстро читать, мне нужно там научиться усидчивости, планированию, тайм-менеджменту, конспектированию, там еще и так далее, и так далее. Окей, как мне надо себя вести? И понимаете, чтобы мне быть магистром и следовать своей миссии, мне нужно стать, не знаю, более спокойным, ну и так далее. Это я просто сейчас фантазирую. И дальше. Ага, как мне надо изменить мое окружение? Наверное, мне нужно общаться меньше с теми людьми, которые тусят на дискотеках, а больше общаться с теми людьми, которые тоже там, хотят стать магистрами, либо уже магистры. И вы таким образом, опаньки, имеете план своих преобразований. Что нужно изменить? Причем то, что находится на более высоких уровнях, убеждения, идентичность и миссия, это ментальные изменения, это изменения у вас в голове, которые вы можете сделать. А те, которые находятся на уровне способности поведения, это уже находится на уровне тренировки, на уровне физическом, условно говоря. И вы такие, оба-на, теперь у меня есть хороший план. Причем, когда вы производите изменения вот здесь, на уровне выше убеждений,
Это, как правило, те изменения, которые вы производите в голове, и они очень сильно влияют на более низкие способности, на поведение, на окружение. И все, вы в магистратуре. Да, Юрий, понятно? Ну, хорошо, надеюсь. Хорошо, друзья, если вам понятно, можете оставлять заявки на курс NLP практик. Это видеоучебник, который состоит из более чем 100 видеоуроков подробных со всеми техниками NLP практик, уровня NLP практик, с домашними заданиями, с ежемесячной обратной связью. И вы получите невероятное удовольствие от того, как будет проходить ваше обучение. Если вы проходили курс NLP практик, это вам будет хорошей такой шпаргалкой. Если вы готовитесь проходить курс NLP практик, то этот видеоучебник вам поможет проходить курс наиболее эффективно. Вы уже пойдете подготовлены. Если вы коуч или психолог, то это 100% вам в карту. Вот единственное, что я могу сказать психологам, те, кто на опыте, и коучам, те, кто уже вот практикует, этот курс может быть в какой-то степени заменять живой курс NLP практик, потому что коуч все-таки работает с людьми, и психолог работает с людьми, кто уже имеет какой-то опыт, то да, может быть, вам достаточно будет этого видеокурса, чтобы во всем разобраться детально и понять, как это работает, и уже нести это в свою практику. Ну, а все остальные, кто вот просто развивается, кто учит NLP ради того, чтобы там изменить свою жизнь, изменить свое мышление, улучшить доход, улучшить коммуникацию, улучшить какие-то навыки управления людьми, командой и так далее, то вам это скорее будет такой хороший подготовительный этап и хороший инструмент, который будет у вас всю жизнь храниться, как хорошая книга. Сеймур. Так, как Сеймур Гасимов ответил на ваш вопрос по поводу магистратуры? Я думаю, ответил. Ну что, мои дорогие, в течение недели можете писать слово «курс» в Телеграме. 120 евро. Ваша стоимость. Стоимость будет расти, постоянно будет расти. Я думаю, в конечном итоге, когда я допишу этот курс, он будет стоить уже, наверное, 250 или 300 евро. Был рад всех видеть. Классный сегодня получился эфир. Пересматривайте, используйте модель нейрологических уровней. Желаю всем успехов, здоровья, берегите себя, берегите своих близких и самое главное, улучшайте каждый день свою жизнь. С вами был Юрий Пузыревский. Еще раз повторю свое имя и фамилию. И до скорых встреч. Пока-пока.